Человек, известный в истории как Альфонсо Габриэль Капоне по прозвищу Аль Капоне, был американским гангстером итальянского происхождения, действовавшим в 1920-х и 30-х годах на территории Чикаго в США. Под прикрытием мебельного бизнеса и химчисток занимался бутлегерством, игорным бизнесом и сутенерством. Альфонсо родился 17 января 1899 года в Бруклине, США, в многодетной семье Габриэля и Терезы Капоне. Родители были итальянскими эмигрантами, которые приехали в США в 1894 году из австро-венгерского города Риеки, современной Хорватии, пригород Бруклина, Нью-Йорк. Отец работал парикмахером, мать – швеей. Всего у них было 9 детей. С ранних лет Альфонсо подавал признаки явного возбудимого психопата. В конечном итоге в 14 лет он напал на свою школьную учительницу. После этого инцидента его формальное обучение закончилось и началось образование в криминальном мире. Он бросил школу и какое-то время перебивался случайными заработками, после чего на улице попал под влияние местных банд и гангстеров. Габаритного подростка Альфонсо устроили вышибалой в ночное развлекательное заведение, которое было фактическим прибежищем банд и служил прикрытием для нелегального игорного бизнеса и вымогательств. Пристрастившись играть на бильярде, он в течение года выиграл абсолютно все турниры, проводившиеся в Бруклине. В 1917 году, после нескольких вооруженных ограблений, Капоне вплотную заинтересовалась полиция Нью-Йорка. Его подозревали в причастности по меньшей мере к 2 убийствам, что послужило ему поводом перебраться в Чикаго. Аль Капоне ввел такое понятие, как рэкет. Мафия начала заниматься эксплуатацией проституции и покрывали все это огромные взятки, выплачивавшиеся Капоне не только полицейским, но и политикам. Война бандитов при Капоне приняла невиданные для тех пор размеры. Только между 1924 и 1929 годами в Чикаго было застрелено более 500 бандитов. Капоне беспощадно истреблял огромное количество банд. В перестрелках использовали автоматы, пулеметы и ручные гранаты, а также устанавливаемые в автомобилях взрывные устройства. С Аль Капоне связывают появление выражения «отмывать деньги». Чтобы скрыть происхождение своих доходов, он открыл в США большую сеть прачечных и свои преступные доходы декларировал как доход от этого легального вида бизнеса. Капоне стремился к светской жизни, носил дорогие сшитые под заказ костюмы и эффектные украшения, курил сигары и любил женскую компанию. В июле 1931 года Капоне предстал перед федеральным судом и в мае следующего года был приговорен к 11 годам тюремного заключения в исправительном заведении Атланты за неуплату налогов. По прибытию туда в ходе медосмотра у Капоне были диагностированы сифилис и гонорея, а также симптомы абстиненции, вызванные кокаиновой зависимостью и приведшие к повреждению носовой перегородки. В тюрьме Капоне работал в обувной мастерской по 8 часов в день. Его слабое здоровье привело к тому, что он подвергался нападкам других заключенных, однако сумел сколотить вокруг себя небольшую охрану из других зэков. Психологическое здоровье Капоне из-за прогрессирующего нейросифилиса все больше ухудшалось, и последний год заключения он провел в тюремной больнице. Большинство написанных им в период заключения писем были совершенно бессвязными. Из-за ухудшения здоровья его срок был сокращен, и 6 января 1939 года его выпустили из тюрьмы и перевели в Калифорнийское федеральное исправительное учреждение для отбывания наказания за неуважение к суду, откуда его выпустили 16 ноября того же года. После освобождения Капоне был направлен в Балтиморскую больницу для лечения пареза, вызванного сифилисом поздней стадии. После нескольких недель стационарного амбулаторного лечения, так и не выздоровевший Капоне покинул Балтимор 20 марта 1940 года и отправился к своей жене и сыну в семейный особняк во Флориде. Его врач и психиатр из Балтимора провели обследование и пришли к выводу, что Капоне обладает психикой и разумом 12-летнего ребенка. Вскоре он перенес инсульт, из которого выкарабкался, но затем у него диагностировали пневмонию. 22 января 1947 года Капоне перенес остановку сердца, и уже через 3 дня, 25 января, он умер от инсульта в своем доме в окружении семьи. Изначально он был похоронен на кладбище в Чикаго,
Но 3 года спустя останки Капоне вместе с останками его отца Габриэля и брата Сальваторе были эксгумированы и повторно перезахоронены на кладбище Маунт-Кармель в штате Иллинойс. Аль Капоне стал культовой фигурой в мире выдающихся гангстеров и хладнокровных убийц, чей вкус к светской жизни в конечном итоге убил его.